Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте сегодня расклад сделаем такой: с кого снимете маску, странную маску в ближайшее время. Я даже не знаю, как еще сказать, но вот как маску, да, это маска лицемерия, маска безразличия, маска, зла какого-то, да, когда человек вроде бы улыбается, а на душе такое зло творится в вашу сторону. Давайте посмотрим, да, с кого снимете маску в ближайшее время, кого поймете, кого узнаете, может быть, даже на раскладе сегодня поймете, о ком речь, да, о ком карты решили с вами поговорить. Ой, гладкие карты, гладкие, пластиковые, вот такие вот, тяжело в руках держать. Не бумажные. Да. Так, я с вами болтаю немножечко, как всегда, и настраиваюсь. И вы тоже настраиваетесь на волну ответов на свои какие-то вопросы, может быть, или просто уточнение каких-то фактов. Вот. Думайте о себе. В этом раскладе, да. О себе подумайте, о себе, дорогой, любимой, и проговорите свое имя. Как всегда, с сигнификации начну. Что карта сегодня про вас скажет. И, в принципе, они будут говорить весь расклад, скорее всего. Но начнем с этого. С кого вы снимете маску в ближайшее время? Так, сигнификацию. Угу. Вы устали кому-то потакать, вы устали жить тем, я не знаю даже как сказать, темпом жизни или как той жизнью, которая сейчас идет. Кстати, да, именно сейчас. Очень хочется новых возможностей, новых дорог. Хочется, чтобы скорее уже было солнышко и как-то согрело вас даже, да, вот что-то типа этого. Но у вас загруженная голова и психика. Вот так вот здесь скажу. А по тройке очень надоело. Надоело быть не в той компании, надоело быть не с теми людьми, надоело слушать не те выводы с каких-то вопросов, не знаю, там, событий, да, вот такой вот. Кстати, да, могу так сказать, что надоело подслушивать и надоело молчать. Но и в то же время говорить вроде бы как вот по вот этой карте сейчас уже, не уже, хотя уже могу сказать, да, уже, но и еще не стоит. Почему уже? Потому что вы какое-то время пытались доказать что-то, либо рассказать, что думаете, и как все правильно, чтобы человек не ошибался в своих мнениях, решениях, действиях, но вас как будто бы не слышали. И сейчас вы, да, уже и еще по картам, как совет, еще молчи. Придет время, когда ты себя откроешь, и тебе будут коврики под ногами стелить, куда ты будешь идти, потому что реально скажут: вот ты же была права. Ну а сейчас такое время, себя не загуби. Ну, так карты говорят. Что еще? Хочется очень побыть в каком-то, кстати, одиночестве почему-то, чтобы никто не трогал, закрыться от всех. Решать свои проблемы приходится самой по тузу мечей. Ну, как маленький ребенок, да, душа все равно у вас тоже как маленький ребенок иногда. Хочется, чтобы кто-то пришел, обнял, сказал: все у тебя будет хорошо. И в то же время вы почему-то на защите сидите. На защите. Не для всех скажу сейчас, что я увидела, потому что расклад все-таки общий. Кстати, мужчина, если смотрите, перекладывайте на себя. Это как бы общий расклад реально.
Я энергию хочу взять. Не для всех, но так и хочется сказать, вы болели депрессией. Может, даже панические атаки были. Может быть, даже что-то сейчас тянется. Я могу сказать, да, выкарабкались, либо выкарабкаетесь из этого, либо уже, да, победили вот эту вот депрессию, атаки, потому что пришли в свое понимание. Вы себя сами как исцеляете. Угу. Да, да, по девяточке точно. Сами себя можете исцелять. Своими словами, своими загаданными идеями. Вот как-то так. Вам обязательно надо сейчас быть на позитиве, потому что скоро идет исправление. Да, хочется закрыться от многого, очень хочется. Такая вот карта закрытия. Но сейчас тяжело есть. Я же говорю, но и молчу. Но тяжело. Тяжело сейчас. Что-то тяжелое на вас, как грузом висит. Да, кто-то из вас, может быть, просто бытовые вопросы решает. Все на ваших плечах. Очень сложно, потому что в вашем окружении, может быть, люди, которые еще не могут за себя постоять, допустим, да, или за себя что-то сделать. Маленькие дети, да, там, может быть, взрослые, которым нужна помощь постоянная, может быть, даже. Может быть, эта вот десяточка говорит о том, что то, что вы загадываете, никак не исполнится. Вы, конечно, берете себя в руки по девятке, но все равно, как постоянная какая-то напряженность чувствуется здесь вот сразу. Напряженность. Вроде бы открытие, да. Где-то, да, можно отдохнуть, но так надоело уже все, потому что отдых не отдых считается. Вот вроде бы отдыхаете, а все равно как организм весь в напряжении. Вот по вот этим картам, да. Точно вижу, что вопрос какой-то очень важный, он решится, и вы действительно в руках держите как синичку. Синичку, которая скоро запоет вам весной. Ну, весной я имела в виду, как расцветать все будет. Хотя и весной, может быть, и самой весной реально. Вот только наступит весна, уже начнут какие-то изменения действовать, вот действительно вот работать, давайте так скажу, работать в вашей жизни. Две карты хочу достать. Королева мечей и на паузе. На паузе. Временная остановка, либо временная пауза ваших каких-то дел выводит вас из себя. Знаете, что могу тут сказать? Вот очень-очень неприятно, но реально вы человек, который попал в водоворот каких-то неприятностей. Может быть, сейчас, может быть, это было, и вы еле из них вышли, либо выходите. Может, даже и сейчас. Он реально вот как на выход идет, вот этот рыцарь. Просто стоит временно, вроде бы при параде, все, конь есть, в руках пентакля, да, но время, вот-вот, и что-то откроется, как будто бы толкнет ваши события дальше. И вижу вот эти серые полосы. Серое-белое в жизни, да, бывает. Не хочется говорить про черные, хотя черные тоже бывают. Изредка, но среди серых и белых бывает и черненькая полоса. Но сейчас, да, вот говорю, когда вот это вот вижу, у меня и мурашки, и от хорошего мурашки бывают, и от плохого. И здесь я реально вижу вот эту черную полосу, но не, опять же говорю, не у всех, кое у кого из вас есть эта черная полоса сейчас.
Кто-то что-то как разбил в себе. Либо в вас кто-то разбил что-то такое, вот знаете, как жизнь, с нормальными мыслями, с нормальным пониманием. Есть такое. Так, опять я глубоко копаю, да? Если повыше. Работаете много. Любите свет, солнце, любите тепло больше, чем холод. Верите в высшие силы, либо в правильность Вселенной, что Вселенная все поставит на свои места, ну, либо в высшие силы ангелов по Иерофанту. Вот, еще и высший суд выходит. Просите за себя, просите за родных людей, чтобы все действительно было хорошо. По поводу финансов, да, есть беспокойство, но финансы в ваших руках вы умеете их и зарабатывать, либо добывать как-то, но у вас это в руках, это у вас вообще по судьбе. Вы не можете в своей жизни быть очень-очень бедным человеком. Хотя иногда, да, хочется большего, и потому что ты вкладываешься слишком много. Иногда, да, получается получать слишком мало. Но смотрите, здесь две карты высших сил выходят, а следующая пентаклевый туз. Это значит, что наконец-то придет время, когда высшие силы дадут тебе то, что ты даже не ожидаешь. Что-то в финансах будет очень хорошо улучшаться. Какой-то вопрос финансовый. Работа ли новая, ну, может быть, подарок какой, ну, что-то вот финансовое в руках. А по вот этой карте скажу, что у вас есть, кстати, уже говорила, и вот опять эта карта на сигнификацию выходит, что у вас есть дар предвидения. Ну, чуйка есть у вас. Может быть, он не такой обширный, такой большой, да. Может быть, действительно вы теряетесь в каких-то пониманиях, но чуйка у вас есть. Вот есть. Даже какие-то вопросы вы действительно чувствовали как надо, но, может быть, ошибались, да, потому что не взяли это в действие. И потом, вот я же думала, да, вот так сделать надо было. Есть такое, это чуйка. У кого-то сильно развито, у кого-то чуть-чуть. Развивайте. По Верховной Жрице развивайте, старайтесь прислушиваться к себе, потому что вам это дано или передано от предков по вот этой карте. Тем более с двумя высшими, и вот это сильно. Новые пути здесь тоже неплохо. Так, давайте дальше, да? Ай, какие же не скользкие карты. А вот то, что вы болели депрессией, либо болеете так, берите себя в руки. Это не для вас. У вас не хроническое, у вас навеянное. Может, кстати, и ну давайте одну карту. Может, и магически переданное. Но это в прошлом было, не сейчас. Да, могли передать. Но это карта прошлого, воспоминаний. Вы даже можете знать, кто. Вам могли магически подсунуть атаки вот эти нервные. Кто-то с себя скинуть хотел. Как будто бы тот перестал болеть ими, а вы начали. Но у вас идет очищение, вы сами себя можете очищать в этом понимании. Но и высшие силы. На сигнификацию же выходило аж две сразу же, да, карты высших сил. И высшие силы ангелы вас тоже берегут, чистят и всегда будут с вами. Ну-ка, ответ. Всегда будут с вами. Вы для них, для высших сил, как маленький ребенок с большим-большим сердцем. Паш кубковый выходит. Вот так. Так, давайте сюда положу лучше, чтобы не свалились. Возьму вот эту колоду, оракул. Тайны любви называется. Давайте посмотрим, с кого снимаете вы маски в ближайшее время. Может, даже говорю через расклад вот этот.
Да, и не забывайте, я именно на YouTube-канале, где мои каналы Ананки Тарот и Анна Тарот, вы узнаете по колечкам, по брюлечкам вот этим, да. Я только здесь всегда говорю сильные слова, чтобы вам шло выздоровление, шла помощь, шла поддержка, открывалась истина. На других платформах это все ворованное. В ТикТоке у меня есть Анна Тарот с синим глазом, да, и там я только кусочки с этих каналов выкладываю для рекламы, ну, чтобы сюда переходили, потому что я сюда отдаю вот помощь, поддержку такую. Сама тоже чищусь, обязательно. Как же по-другому? Так что всегда-всегда буду желать вам хорошего. Так, все, сказала, настроилась. Угу. Здесь мужчина. Здесь больше как карта страсти, но я увидела мужскую энергию. Ну, мужчина, переставляйте на себя, да, значит, женскую. Буду просто вот говорить так, а вы уж переставляйте. Я вижу конфликты между вами из прошлого. Нет, вы не вместе сейчас. Я не вижу вас вместе. Этот человек принес подлость в вашу жизнь. Это да, это мог быть ваш муж, жених, любовник, может быть, да, который вот вроде бы влюбился, а потом ушел куда-то. Ну, знаете, когда веришь человеку, он обманывает. Действительно, здесь какая-то подлость была от этого человека. Может быть, брат вот так поступил. Не для всех говорю, но вот перечислить брат-сестра, да, можно. Какая-то подлость от этого человека тянется, как шлейф. Шлейф от вас до него, но больше как будто бы вы наступили и никак не можете отпустить. Вы на сердце держите. Из-под тишка работал этот человек, из-под тишка. Да, я вижу конфликты между вами. Либо молчаливые, когда просто внутри все закипает, либо даже ого-го, какие словесные конфликты. С него маска либо уже снята, и вы понимаете, кто он и что с ним, либо вот-вот вы услышите о нем что-то, ну, такое искреннее, настоящее. То, что он действительно несет в этой жизни и кем он является, этот человек. Знаете, здесь действительно как вот из-под тишка гадость какую-то нес, из-под тишка что-то делал. Просто вот веришь, а он раз и может с улыбочкой, а может быть и с нахальством, но что-то такое прям как по душе острым чем-то проводил. Кстати, он не исправился, но он будет получать, и, скорее всего, он уже получает за все, что делал. Мне еще такое идет, ну вот оно, пересыщение, это получается, что нечего лезть. Судьба все равно поддерживает чистоту, а не обманы, подлости. Я еще одна, ладно. Ну, как служанка в жизни с этим человеком, либо как служанка в мужском виде, да. Ох-охо. Не для всех опять скажу, но вижу. Бил, ударил этот человек вас. Не для всех. Может быть, ударил не рукой, там, не чем-то еще, а словами очень больно ударил. Тоже, да, вот так можно сказать здесь. Вот с этого человека будет маска скинута в ближайшее время. Либо уже понимаете, естественно, кто он. Но вам еще придет информация, что с ним теперь происходит. Хотя он все равно маску этот будет держать и натягивать на себя. Вот держать. Где-то улыбочка, где-то пафос такой вот.
Где-то такой вот накачанный может быть, либо просто может быть и не накачанный, а вот такой гордый, вот подбородок кверху. Вот такого вот вижу здесь человека. А потом, когда домой приходит, раз расслабился, хоть плачь, плохо ему. Зря так поступал. Очень наказан будет. Что еще? Что еще карты скажете? Красота, здоровье, иллюзии и вмешательство. Кто-то красоту вашу хотел забрать. Красоту кто-то хотел забрать, женщина. Женщина. Знаете, я ее вижу как каре. Когда-то было, может быть, сейчас, может быть, прическа каре. Не длинная, не короткая. Старается вытягивать, выпрямлять волосы. Ну, так носила. Может, и сейчас до сих пор. Может, что-то там по-другому, может быть, отросли в хвостик. Но была эта каре. Она больше темные волосы, чем светлые. Свои, может быть, темные, может быть, красит в темный. Ну, как темные вижу. Она хотела забрать у вас красоту. Может быть, вы где-то с ней просто пересекались. Может быть, и родственница, может быть, и подруга. Но, может быть, и просто где-то пересекались. Но частенько. Куда-то в магазин ходили, общались. Может быть, она просто продавала, и вы так, как со знакомой, поговорили, разошлись. Да. А вот ей вот... Какая же она красивая, как же я хочу забрать у нее вот это. Да, было такое. Либо в салон куда-то, как вот по этой карте ходили. Вроде бы вам улыбались, а хотели забрать. Вот иллюзия. Вы думали, что это хороший человек. Карта иллюзии идет. По поводу женщины, которая рядом с вами была какое-то время. Периодически, может быть. Вмешивалась. Хотела переставить все на свой лад. Женщина. Действительно женщина. Хотела понравиться мужчине. Возможно, даже вашему. Может, кому-то еще, но у вас воровала красоту. Она очень хотела любви. Она очень хотела нравиться. Но она была с такими недостатками, что ей все равно было, делает ли она плохо или нет. Она, да, делала плохо. Да, она могла вмешиваться в вашу жизнь и магически, и манипуляционно, манипуляцией какой-то. Что-то вам говорить, что-то это, вы поверите, пожалеете ее, и вся энергия к ней уходит. Хотела любви, хотела мужчину в свою жизнь. Она будет расплачиваться, и именно здесь у нее будет утечка. Даже если она сейчас и хорошо выглядит, и любовь вроде бы как у нее есть, у нее все это уйдет, потому что это не ее. Ее в другом, вот видите, выбор идет. Ей надо было выбирать себя, а не вас. В себе тянуть, вот как бы стягивать, воровать. Она неправильный выбор в этой жизни сделала. Теперь судьба будет выбирать, как с ней поступить. Вам не надо делать обратку. Здесь не обратка, здесь страшный суд. Да, любовь украсть хотела. Ну, свое счастье себе перетянуть от вас.
Ей судьба давала, она не взяла, она захотела у вас забрать. Нет, карты не говорят здесь, что именно она будет испытывать, но по пажу жезлов то, что ваше, переходит к вам. Встречайте на свой порог исправление в своей жизни. Кстати, красота к вам вернется, если вы чувствуете, что реально была утечка. Красота к вам вернется. Вы себя через полгода уже не узнаете. Вот так. А ей будет обраточка. Она за эти полгода очень изменится. Очень изменится. А не надо, потому что лезть в чужую жизнь и отбирать чужое. У каждого своя судьба. Будешь хорошим, и тебе подарят, как говорится, да? А вам вернется. Страшный суд над ней работать будет. Знаете, что скажите? Кто несправедливо и незаслуженно мне вредил, тот сам себе все пути дороги перекрыл. Да будет так, по справедливости от высших сил. Я еще в конце расклада повторю. Еще в конце расклада повторю, чтобы вы, может быть, если нужно вам, записали и действительно это проговорили. Даже утром, в обед и вечером, чтобы никто не слышал. Просто в окошко смотрите на небеса и говорите. Дальше. Манипуляции были в вашей жизни. Я говорю, какой-то мужчина все-таки, либо какая-то женщина, либо какой-то действительно, как если мужчина смотрите, то может быть какой-то мужчина вас ударил. А за что? Потому что вот такой весь, да? Но здесь больше как вот для девушек, да, что мужчина мог руку поднимать. Но вы становитесь сейчас хозяйкой своей жизни. А знаете, что еще хочу очень сильно через этот расклад, это я не знаю, я хочу сказать, да, это, но это высшие силы вот переталкивают эту информацию. Вы стесняетесь. Вы стесняетесь, либо боитесь чего-то, и это в вас внутри. И вы стесняетесь и боитесь не... Вернее, да, есть страх, что вы стесняетесь перед кем-то, там что-то, да, есть такое вот пределы, да, понимания, так, некультурно, это все правильно. Единственное, что, как всегда, да, говорят, не перебарщивай. Ну, культура есть культура, это понятно. Но здесь немножечко другое идет. И да, и страх, потому что происходит, потому что темноты боитесь, это тоже как бы природное. Потому что есть такое, и, естественно, есть страх. Вот. Но я немножко по другому поводу. Вы стесняетесь и вы боитесь в каком-то деле проявиться. Вы боитесь открыть себя. Может быть, с другой стороны, может быть, полностью. Вы знаете, вы давно уже бы прославились в каком-то деле, если бы открыли себя. Пора. Пора начинать что-то начинать. Это может быть новая работа, это может быть даже какие-то курсы. Это может быть то, что у вас уже есть, и даже без ничего вы сами из дома можете что-то делать. Либо, я не знаю, либо еще что-то, там огородик какой-то выращивать, просто даже для себя, но рассказывая об этом людям, как вы вырастили что-то, да, и помогая им, потому что у вас уже есть понятие, у вас есть талант. Вот в каком-то понимании, я не знаю, расклад общий. Расклад общий. У кого-то реально сажать растения, что они в ваших руках просто вот растут, как на дрожжах. У кого-то еще, но вы прославитесь. Как бы это ваша, не знаю, вы как на троне, да, вот кто бы там ни лазил, кто бы не пытался вами манипулировать и руки на вас поднимать, или же там словами, да, забивать, это они расплатятся за это. Там высший суд, там страшный суд будет работать. А вы на своем месте, за вами еще и наблюдать будут, что-то записывать. Хвалить вас будут. Если у вас уже это открыто, дальше идет улучшение и продвижение хорошее.
Если вы уже чем-то действительно этим занимаетесь, вкладываетесь, да, во что-то, не бойтесь, радуйтесь этому. Это ваше. Действительно, оно поможет вам скинуть какие-то рамки, какие-то ограничения, подпустить в свою жизнь, впустить в свою жизнь, да, самых лучших людей. Серьезно, самых лучших людей. Так что вот по поводу своих талантов не стесняйтесь, не бойтесь. Даже если что-то кто-то скажет, ты вообще кто там, ты не так делаешь, я по-другому там готовлю, допустим, борщик, да, ну и пусть по-другому, а у вас вот так. И это самое вкусное. Ну, карты хотели сказать, я передала. Вот эти, я реально вот это как эмоции такие даже вижу здесь для вас. Мне нравится, когда посыл такой интересный идет. Просто я уже автоматически вижу вас в будущем. Когда человек действительно понимает что-то и уже немножечко как с ноги открывает новую дверь в своей жизни, и потом так хорошо, так приятно. Вообще. Так, что еще карты скажете? Встреча будет хорошая у вас. Так, встреча. Давайте-ка я посмотрю про эту встречу. Потом перейду дальше к маскам. Но здесь 100% после вот этой карты это не маски, это настоящая чистая встреча. Потому что манипулятор или там какой-то нехороший человек, он ушел из вашей жизни. В вашу жизнь приходит весна. Как я и сказала, да, настоящая весна — это прекрасно, но и в жизни, вот как ветерок обновления. Мужчина идет, пентаклевый человек, с денежкой, знающий себе цену, но и никогда вас не унизит, и это не манипулятор, это хороший человек, действительно искренний. У него желание, вот да, он любит планировать, но и в то же время спонтанно тоже может что-то придумать. Но больше как планы, он должен задумываться над всем, просчитывать, это его жизнь. Но если надо, он разберется на месте, с чем надо. Он в вашу жизнь несет уверенность, стабильность и защиту. Вот такой вот человек идет в вашу жизнь. Серьезно. Он вышел после этой карты. Так, собираем. Дальше. Давайте масочки еще посмотрим. Не бойтесь разницы в возрасте, у кого как. Бойтесь человека с, как сказать, сейчас я его немножко, он как-то закрыт. Знаете, какого человека бойтесь? Он закрыт, но поэтому и я не могу его прочитать. Вы поймете, вы почувствуете, что он закрыт. Он какой-то вроде бы такой вот. Давай то, давай это, а на самом деле внутри, как с такой замок сидит, он внутри закрыт. Бойтесь человека, который может со спины подойти и типа испугать, но в шутку. Не знаю, почему так увидела. Может быть, вы уже знаете такого человека, и такое было. Такое впечатление, что вот он со спины подходит и может так вот стукнуть, чтобы вы испугались. Да, это будет как шутка, но бойтесь этого человека. Может, на мгновение бойтесь, да, чтобы не получить стресс. А может быть, и внутри что-то в нем. Если с вами кто-то так сделает, вот попытается вроде как в шутку напугать, спросите его: а ты серьезно или так? Что он ответит? Хотел пошутить или ой, извини? Если ой, извини, то человек поймет, что так делать нельзя. А если хотел пошутить, там все, не стоит с ним общаться больше. В всяком случае, пока не переделается.
но кто-то вас может напугать, будьте аккуратны. А вообще по поводу разницы в возрасте не переживайте. Даже если мужчина вас моложе будет на много лет, либо для мужчины женщина старше, там, да, ну вот вроде как не так, как надо, да, нет, все нормально. Высшая сила всегда посылает людям вторую половинку, можно даже так сказать, да, которая действительно должна быть в его жизни. Просто здесь, опять же, вы сердцем почувствуете, ваше это или нет. Вы сердцем почувствуете. Так что по поводу разницы в возрасте не надо никогда переживать. Нужно переживать немножко по другому поводу, да? Да, вы сами тоже знаете. Вот, кто-то помощь вам будет оказывать. Кстати, будьте аккуратны, не спотыкнитесь в ближайшее время. Верность. Сейчас посмотрю еще кое-что здесь. Опять выбор выходит. Треугольники. Рыжая женщина. Вижу рыжую женщину. Рыженькие волосы, да. Но она... Вы ее знаете. Родственница, не родственница, я даже не буду туда вглядываться. Просто вижу эту женщину, но здесь не очень хорошая энергия. Не очень хорошая энергия. Знаете, скажу так, не обязательно, но больше всего, как водный знак зодиака, рак, рыба, скорпион, либо очень любит воду, либо очень любит воду. Я вижу воду около нее. Может быть, живет где-то на водоеме, ну, рядом с водоемом. Но она рыженькая. Может, красилась, может, сама по себе, но рыженькая. Смотрите, у нее будет обраточка, может быть, даже уже началась, опять же, или будет через какое-то время. 24 месяца – это предел. Не знаю, мне такое число пришло. Это предел. 24 месяца – самое длинное, если у нее еще будет все хорошо. Но, по-моему, закручивается обратка хорошая, опять же. Но не вы ее делаете. Хотя словами, да, кто не справедливо, незаслуженно мне вредил, то, что я говорила, это тоже типа обраточка идет, но оно вам не делает ничего плохого. А там, я еще раз скажу, страшный суд будет судить. Я здесь сегодня очень хорошо это вижу. Знаете, она как будто бы или бизнес, или работу хотела у вас забрать. Может быть, с родственниками даже перессорить хотела. Потом она может немножко даже быть эгоисткой в каком-то вопросе. Такая вся из себя, а ты никто, молчи. Ну, могла так не говорить, могла говорить совсем по-другому, но это ее внутренний мир. Эта женщина ждала вашего обнуления. Ух, как ждала, не знаю зачем, но ждала. Она завидовала, но вы этого не понимали. Ну, не тут-то было, можно сказать. Обнуляться будет она. Обнуляться будет она. Она у вас, может быть, даже в телефоне записана. И, знаете, здесь... Сейчас. Хотела вас в клетку посадить, сама в этот плен попадет, жизненный. Да, на обнуление. Она хотела, чтобы у вас нигде хорошо не было. Вот такая пришла сегодня, чтобы здоровье было плохое, чтобы и треугольники были около вас вечно, чтобы не было нормального мужчины, нормального любимого человека, чтобы друзей не было хороших, а только так вот. Она, да она, допустим. Ну, либо даже и она там где-то на расстоянии, лишь бы на этом расстоянии смотреть, каково вам. Она хотела, чтобы у вас радости не было в жизни, чтобы вы вечно были в состоянии выбора и никогда не включалась ваша интуиция, чтобы вы падали. Вы когда-то падали, ну вот на ровном месте. Не просто да, потому что спотыкнулись там или подскользнулись реально, гололед там или что-то, а вот просто на ровном месте. Это ее энергия. Это ее злая энергия в вашу сторону на ровном месте.
Ей будет обратка хорошая, она в клетку попадает. Вы в открытом красном платье. Ну, я сейчас вот сама еще вся в раскладе, и тут почему сказала, думаю про себя, почему я сказала про красное платье, я не знаю. Серьезно, может быть, просто... Нет, вряд ли, просто по карте. Хотя она тут в красном, да. Но я по-любому увидела это. Вот сейчас думаю, лезу в эти видения. То ли у вас действительно красное платье есть, допустим, и вы любите красный цвет, либо просто действительно красное платье олицетворяет как открытость для всех, чтобы все видели. И видели, но не смогли сделать больно или плохо. Вот что-то вроде этого. Знаете, как красная тряпка для быка. Да? Вот так можно взять, и он как пойдет на красную тряпку, а там целый кирпич для его рогов. Вот как-то так. Так что да, здесь ассоциация с этим по поводу красного платья стопроцентная. Что вот эта женщина, она точно получит кирпич для своих действий. Угу. Для своих действий. Ну, давайте еще посмотрим. И, в принципе, на сегодня вроде бы все. Вроде бы все. Еще вижу... О, забота идет в вашу жизнь. Тоже это прекрасно. Но проблемки есть. Вот оно, вмешательство. Вот она, вот эта карта. По ней идет понимание по поводу каких-то ситуаций вокруг вас. Это может быть, еще раз скажу, с бизнесом проблема, да, может быть, опять же, со здоровьем, может быть, даже просто какие-то катаклизмы, какие-то непонятные ситуации, какие-то ночь, как не досыпаете все равно. Видите, тут это темно, как ночь, да, потому что кто-то лезет. Вам надо успокоиться, спать, а кто-то лезет, не знаю, соседи, может быть, шумят, стучат что-то вечно ночью. Может быть, постоянно как будто бы кран протекает. Еще что-то такое. Все идет под страшный суд, однозначно. Под страшный суд все идет. Да, катаклизмы, ну, не знаю, там температура не такая, как обычно, да, на улице. Еще что-то, ветра очень сильные. Где-то затопление, ну вы сами знаете, да, по информацию это вы читаете, там слушаете по новостям. Но я так скажу, что вот это вмешательство в вашу жизнь, оно заканчивается. Ну, будет что-то неожиданное, да. Но видите, тут вот как полосы, только это в шахматной доске, да, и темные, и светлые. Вы сейчас выходите на светлую полосу. На светлую. Есть забота, будет забота о вас, обязательно человек хороший. Радость идет в вашу жизнь. Прекрасно, просто великолепно. И разрешение вопросов в финансовом смысле, да, в финансовом деле однозначно идет. Вы еще даже кого-то вот просто затолкнете в те его ситуации, и он будет расхлебывать свои проблемы. Еще и должен будет кому-то из последних денег. А у вас освобождение, вы как будто бы вот выйдете из какой-то клетки, где вас закрывали. Ну, еще раз скажу, может быть и магически, да, пытались отобрать. Вот весна в вашу жизнь идет. Весна, изменения. Зеркало, вы зеркалить будете всех. Вас по-другому увидят. Главное, чтобы вы сами себя понимали. Кто-то бояться будет, потому что вы сила. Кто-то посматривать будет, пытаться что-то у вас опять забрать. И ага, сейчас. Так, о, сейчас скажу. Ничего себе. Сейчас еще буду доставать. То, что вы были служанкой в этой жизни, вам, если кажется, значит, эта карта как бы по прошлому для вас. Обижал вас мужчина, может быть, и вы кого-то обидели,
Ну, есть такое. Здоровье подшатнулось. Одиночество надоело уже. Хочется чего-то нормального. Снежная королева, когда твоя душа наконец-то, вот наконец-то, да, хочу сказать, наконец-то просыпается опять же в весну после зимней спячки. Но здесь вот, да, такая ситуация была в жизни у вас, когда душа просто стала ледяной. Потому что когда она открыта, все в нее наплевали. И вы просто вот закрыли ее. Идет, смотрите, сколько всего вам пришлось пройти в этой жизни. И сколько неправильных действий было и в сторону вас, и от вас тоже. Ну, тоже где-то есть ошибки, потому что не совсем знаешь, как правильно поступить. И когда ты доверяешь человеку, он со спины обманывает. Но здесь идет вот перерасчет. Это карта расчет. И я так скажу, перерасчет всего, что вы прошли. Перерасчет всего, что вы прошли. Вы действительно королевой становитесь в своей жизни. Вот по этой карте я реально сейчас еще раз скажу те слова. Так, и душа выздоравливает, обновляется, получаете какие-то подарки, возможности какие, да, большие открываются для вас. Угу. Скажите эти слова. Давайте повторюсь. Кто несправедливо и незаслуженно мне вредил, тот сам себе все пути дороги перекрыл. Да будет так, по справедливости от высших сил. По 3 раза можете говорить. Давайте еще раз, 2 раза скажу, чтобы повторяйте за мной, да? Сразу же, уже в этом раскладе даже. Кто несправедливо и незаслуженно мне вредил, тот сам себе все пути дороги перекрыл. Да будет так, по справедливости от высших сил. Кто несправедливо и незаслуженно мне вредил, тот сам себе все дороги и пути перекрыл. Да будет так, по справедливости от высших сил. Одно слово переставила, но ничего, самая главная суть, да, пошла. Самая главная суть пошла. Так. Ну, все на сегодня. Все на сегодня. У вас идет открытие. Это хорошо. Это очень-очень хорошо. Видите, какие карты выходят. И дорогу. Собирайтесь, кстати, в дорогу, либо планируете. Очень будет удачная дорога какая-то у вас. Вот у кого-то свадьба, у кого-то просто знакомство, ну, выздоровление от чего-то, красивые возможности. Вы как королева. Ну, давайте и тут еще на всякий случай, да. Напоследок посмотрим пару карт. Ну, как-то так. Так что не тут-то было. Все им будет отдано обратно, да, нечего лезть в вашу жизнь. Карта силы. Императрица выходит. Угу. Я думаю, в следующем раскладе императрица придет. Но посмотрим, если захочет. Вижу женщина какая-то, как женский ангел, хочет поговорить с вами. В следующем раскладе возьму. Да. Как посыл для вас. В данном случае эта карта говорит: я хочу с тобой поговорить. Это ангел. Женский ангел. Ну, посмотрим. Если в следующем раскладе выйдет, если почувствую, я вам расскажу. Вот, я же говорю. Во-первых, по раскладу это страшный суд, карта страшного суда. И это вашим всем маскам, не вашим личным, нет, а те маски, которые вашу жизнь окружали, да, им будет расплата. А если вы маски какие-то одевали, ну, значит, надо было себя беречь. Значит, это все правильно. Вы же плохого не делали. Поэтому, как я сказала, да, ваша маска, может быть, и у вас тоже какая-то масочка была. Внутри такой колотун, а вы улыбаетесь, да? Значит, так надо было. И, кстати, если это правильно, а это правильно, вы сами это знаете, вам будет еще и поддержка.
А вот врагам, которые в этих масках, да, решили что-то украсть, что-то сделать, навредить, не знаю, там, уничтожить даже в каком-то смысле, может быть, ваш огород кто-то решил, да, или что-то еще. Им будет вот страшный суд, отдача будет, на нули сами пойдут. Ну, как обнуление, я имею в виду. Как обнуление. Вот так. Ну и поддержка для вас тоже с этой карты идет. Десяточка мечей. Приходит момент, когда просто нужно взять себя в руки. Вот просто даже вот с этого расклада. Возьмите себя в руки. Вы многое еще должны пройти, многое увидеть, многое прочувствовать. Очень много хорошего, доброго, ласкового, такого самого-самого хорошего, самого-самого лучшего получить в этой жизни. Поэтому, если действительно что-то идет немножечко не так, не поддавайтесь депрессиям, не поддавайтесь вот этим атакам, потому что вас это может добить. И не дай бог, не выкарабкаетесь. Хотя по всем картам, здесь все карты, даже высшие силы, даже женщина, женский ангел пришел в конце сказать: ты сильная, это карта силы, и я с тобой еще поговорю. У тебя все будет так, как нужно, я всегда буду помогать. Вот вам даже сейчас идет подсказочка. Как бы тебе плохо не было, снимай все эти мечи. Это не твои. Просто вот так. Ну и по вот этой карте вот эти все мечи просто вот улетают к врагам вашим. Однозначно. Просто однозначно. На сегодня все. По поводу ближайших дней, я там уже говорила, будьте аккуратны по поводу погоды, да, и не спотыкнитесь. Ну все вроде бы. Вроде бы все. Вот. И да, кто-то может напугать. Будьте тоже аккуратны, не нервничайте. Чтобы все было хорошо. Такая сильная, чтобы вы были всегда. На сегодня все, дорогие мои хорошие. Здесь такая энергия скопилась. Сейчас буду ее чистить и отсылать, чтобы обраточка к вам хорошая шла всегда. Так что оставайтесь со мной. Будем работать, буду смотреть обязательно. Копаться в каких-то недоделках и переживаниях. Да, может быть, что-то карты реально будут еще что-то новенькое говорить. И подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Жмите колокольчик, чтобы вовремя увидеть, что расклад вышел. Вот. И пришел, да. И увидимся, услышимся на связи. Доброго, хорошего вам обязательно, чтобы все было. И здоровья, как всегда. Все.